В общем, мы находимся в Крокус Экспо. Вы смотрите, все наши уже здесь. Они вернутся к тренировкам, а мы к новым эпизодам. ICE Challenge 2020 – первый турнир для обновленной команды, и вы побываете на нем без меня. Вашими глазами на этот раз станет Даня, штатный оператор NAVI. Ну, а я останусь голосом за кадром. «2020 год NAVI начинает с чистого листа. Таких перемен в составе не мог предсказать никто. Guardian, один из самых легендарных игроков клуба, вновь сложил снайперскую винтовку. А мы приветствуем в команде Perfecto Илью Залуцкого. Зацените этот супербыстрый интернет за 10 фунтов в неделю. Я думаю, контент к вам приедет не очень скоро. Когда вы пишете в комментариях, где контент, вот он. Ладно, пойдем посмотрим, как обстоят дела у наших игроков. Надеюсь, у них все покруче. Привет, Дань. Как дела? Нормально доехал? Привет. Че мы как? Да все хорошо, заселились. Ребята сейчас по номерам отдыхают. Вот. Хочешь, покажу здесь? Да, давай, конечно. Да. Сейчас я немножко сегодня буду отдуваться. Расскажу вам, ребята, что здесь происходит, где мы живем. Значит, смотри, вообще это получается... Мы уже здесь не первый раз. В этом отеле мы бывали. Это Marriott, 4 звезды. Все, класс. Это, получается, отель при стадионе Твикенхэм. Домашняя площадка национальной сборной Англии по регби. Ну и здесь тренируются регбисты. Это считается родина регби в Англии. Вот. И, соответственно, здесь все, что там на стенах и какие-то всякие ништячки вокруг, это все, что как-то все нам рассказывает о регби, о истории регби. Вот, например, майка. Вот этот значок – это регби футбол юнион, союз регбистов. Кто-то эту майку презентовал, видно, это как национальная сборная была. Здесь сразу на входе такой спортбар. Ты сейчас видишь, смотри, много трансляций. Здесь можно прикольно и покушать, и посмотреть трансляции. Вот. Такая живая атмосфера. Все отдыхают. Завтра, кстати, у нас первый день, когда мы начинаем играть против Гоцент. На втором этаже там есть такое место. Я не знаю, попадем ли мы туда сейчас. Давай попробуем, кстати, а вдруг открыто. Там такие, знаешь, изречения, такие мудрые изречения касательно команды. Типа, что такое настоящая команда, чем команда должна, к чему должна команда стремиться, какими должна ценностями обладать и так далее. Я прям делал фотографии, потому что там такие реально емкие, лаконичные и ценные высказывания. Мне очень нравилось. Если мы попадем, мы сейчас это снимем. Нет, тогда ничего страшного. Второй этажик здесь тоже такая чил-зона. Вот. Вот, и в том году мы вот туда попадали, и там такая целая зона для отдыха и прочего. Смотри, я могу пройти. Не могу, походу, смотри. Зеленая загорается, но зайти не могу. Извините, ребят. Вот это мой номер. Ребята пока отдыхают. Вот, мы по-прежнему ждем Сашу и Илью. Не хочу пока ребят отвлекать и дергать, если честно. Пускай отдыхают. У нас сегодня еще медиа впереди предстоит 23. Поэтому пока давайте посмотрим мой номер. Самое главное, что мы все поодиночке. Это очень благоприятно сказывается на игроках. Они имеют возможность выспаться, потому что некоторые из них храпят и мешают друг другу. А так они, в принципе, могут
заниматься шумными делами ночью и никому не мешать. Поэтому это очень классные условия. Вот в таких условиях мы живем, вот, но отель-то находится при стадионе, и прямо на стадионе, в ложах, как и в том году на мажоре, так и сейчас нам предоставили доступ к таким комнаткам. Мы из них, кстати, будем играть групповую стадию и тренироваться. Эти комнатки, они с отличным видом прямо на сам стадион. Да, такое атмосферное, такое, там, знаешь, находишься атмосферно, вы все увидите, мы вам это завтра обязательно покажем. Вот, мне лично очень нравится, я там делал даже пару фоток. Условия для тренировок отличные. На следующий день команда была в сборе. И у нас появилась возможность обсудить с игроками изменения в составе и предстоящие матчи. У Владислава был испытательный срок, и каждый понимал, что нужны хорошие результаты. Ну, за эти вот 3 месяца ты как бы видишь, что будет дальше с командой. Это оно может измениться, но все-таки решение приняла команда, вся целая команда. И не было так ничего за спиной. Мы еще собрались после провального турнира последнего перед Новым годом в Москве вроде, да? И поговорили, высказали, что то у нас сработало, то не сработало, там надо работать, там не работать. Высказали мнение по игрокам. Также высказали мнение про каждого игрока. И в итоге сошлись на том, что нам нужны изменения. Во время новогодних праздников кто-то отдыхал, кто-то проводил время с друзьями, с семьей. После мы собрались. Мы знали, что у нас ситуация, что мы, скорее всего, будем менять Владислава, что у нас будут меняться роли. И мы заранее начали уже играть с тестовыми игроками, чтобы привыкнуть на своих ролях. Почему приняли решение заменить Ладика? Очень часто в игре у нас не хватало качества и скорости коммуникации. Часто были какие-то... Кто-то кого-то не слышал, были какие-то заминки в инфе, и кто-то мог промолчать и так далее. Ладик отреагировал очень достойно, он понимает, что проблема даже больше не в нем, как в игроке. Я уверен, что Ладик еще точно сможет выстрелить в другой команде, просто ему нужно почувствовать уверенность в себе. И мне кажется, у него сейчас спад. Было видно, что игроки бывают недовольны его игрой. И чаще всего мы говорили, типа, Ладик, ничего страшного, поддерживали и так далее, и старались помогать ему все. Но в конечном итоге, я думаю, что он это тоже где-то предчувствовал. Мы все играли с разными игроками, тестировали игроков. В итоге вначале мы тестировали других игроков, которых не удалось купить, а в конечном итоге там был выбор среди, не знаю, 2, 3, может 4, с которыми мы играли праки. И с Perfecto, лично за себя скажу, понравилось играть больше, и свое мнение я написал Андрею. В конечном итоге последнее решение за Андреем, за организацией, за командой. Мы проанализировали игроков, потом поиграли с некоторыми, и в итоге остановились на Perfecto. Он лучше всех подходит нашей команде по стилю игры, по мышлению и по характеру. Сейчас идет притирка больше игроков на разных позициях друг к другу. И я думаю, что после Катовицы будет у нас больше времени потренироваться вместе, и там будет видна общая картина, более детальная. Но сейчас однозначно показывает себя лучше, чем мы ожидали. Я думаю, что команда думала всегда о том, что я буду снайпером. Андрей еще спрашивал, хочу ли я быть. Все-таки Андрею было важно услышать мое мнение тоже. И я сказал, что я был бы не против, если только нету хорошего, лучше снайпера, которому можно отдать эту винтовку. В итоге из всех игроков, как видели, там были райфлеры. И я тестил свою позицию снайпера. Поэтому у нас получилось, с Perfecto нашли как-то свою игру. По коммуникации было даже хорошо, чувствовалось. Когда уже узнали, что с нами Perfecto, то потренировались с ним около 3-4 дней. Просто побегать на карте, рассказать ему его роли. Вот тебе информация, и дальше работай, такого пока нет. Просто все в процессе, во время работы, во время праков. Какие-то мелкие подсказки, конечно, все есть. Мы играли много праков каждый день на разных картах, пытались просто вместе поиграть, пообщаться, что-то даже успели потренировать. Вот так прошла неделя. На Дасте он на Б, по тем картам, что вы видели. На трене тоже на Б.
На Инферно он играет со мной в паре. Он более такой, я не знаю, более как пассивный игрок. Тут игрок, который может и остаться в клатчах, и может выйти на энтри первый. Он как бы, я не знаю, есть просто в кейсе там опенфрагеры, но опенфрагер он может быть по роли какой-то или по какому-то раунду. Но Илья, он больше такой чувак, который очень хорошо попадает, хорошо думает, хорошо разыгрывает. Его можно всовывать в разные роли, и он на них хорошо сыграет. Ну, без понятия вообще. Такого фильма нет, если что. Без понятия, там есть запись. Нечестно, я протестую. Я второй игрок, я честно играю. Справедливо. Он реально он протестовал, но это как судья. Этот турнир нужен для того, чтобы войти в сезон, разыграться как именно командой, и чтобы каждый игрок тоже чувствовал уверенность в себе, скилл и все. То есть лан-турниры, они очень нужны, потому что в онлайне совсем другая игра. То есть на лане ты все-таки принимаешь другие решения, у тебя есть давление, есть цена поражения, чем ты просто тренируешься на тренировках. Правильно? В то же время нам нужно посмотреть на позиции, кто где испытывает трудности, и в то же время мы хотим посмотреть на некоторых картах, кто как будет чувствовать свою роль. Главная цель на этом турнире, вот именно на ICE Challenge, это найти свою игру, постараться сыграть как можно больше карт. С любой командой, которая есть на этом турнире, у нас может быть борьба. И самую сильных, наверное, стоит отметить Mouse, так как они закончили очень успешно прошлый год. Сильная команда Mad Lions набирает обороты. Они, мне кажется, на правильном пути. У них хороший колер, у них отличный апдейт постоянной меты. Они понимают, как нужно работать с картой и делают правильные вещи во время игры. Имеется в виду, что они меняют свое направление атаки, подстраиваются под соперника. То есть это довольно-таки серьезный соперник для тир-2, тир-3 сцены. Virtus.pro в целом тоже команда, которая очень крепкая, и ее не стоит никогда недооценивать, потому что мы знаем, что они были в финале мажора, что у них есть потенциал. Вот. И когда они играют на своем уровне, они могут многим испортить планы на турнире. Конечно, хочется выиграть каждый турнир, но в целом, исходя из того, что мы тренируемся всего неделю, я думаю, этот турнир станет для нас каким-то таким первым пунктом проверки ошибок, каких-то нахождения новых ошибок, ну и после этого будем их фиксить. Настрой у ребят боевой, и я уверен, что вам, как и мне, очень хотелось увидеть новый состав в деле. Первыми соперниками NAVI на ICE Challenge стали Godsend. Новый сезон в Counter-Strike, поэтому сложно сказать о ком-либо, потому что разные команды могут подходить в разной форме. Те же Godsend, ну, я думаю, они не сильно хороши, но все-таки новый сезон, возможно, они очень много тренировались и приехали в хорошей форме. Думаю, это будет какой-нибудь Dust, Over, Инферно, что-нибудь в этом духе. Максимально просто, то есть это была стандартная подготовка, мы посмотрели вкратце, что они делают за атаку, за дефенс, какой у них стиль игры, насколько они вообще находятся в мете. И видно было, что они не всегда понимают, как правильно разыгрывать ситуации, они не всегда понимают самую эффективную мету на многих картах и делают не самые правильные вещи. То есть мы увидели их слабости и старались с этим работать. Турик дан для того, чтобы войти в форму. Так и играйте. Все. Ищите свою оптимальную игру. Готовы? Кто мы? Рожденные побеждать! By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank up on my face. Hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank, yeah. I remember back when they said I won't do a thing now. Shawty, why you talking, huh?
That's why you was lame. Ooh, did it by myself. No, I don't need a team. I told famous and the fire, I might go and do that team. There I go, man, I tell them all what's up now. Oh, now they all wanna fuss now. Tell them look around in the city, when I look around, it's sus now. Man, they wanna kick it when I touch now. Why you in the D and that's sus now? Talking about fam, you ain't cousin now. Calling me B, I got a buzz now. Yeah, now I got it going, I just no, it ain't just for the moment, I mean. Yeah, I bring the hammer, come door. Я не понимаю, как? Мы еще сказали эту инфу, секунды 3. Да, и все пробежали. Я хотел с Perfecto его убить. А этот раунд, Кирилл, когда ты в спину заходи. Братишка. Координировать. У нас первые игры на турнире иногда бывают поражения, но игра вообще не чувствовалась. Самая первая игра, я бы сказал, что индивидуально, я не сильно чувствовал игру. Были какие-то вообще проблемы из-за того, что это не так настроились наушники, было плохо слышно коммуникацию. И первые вообще 6-7 раундов у меня вообще зависло пару раз. Короче, неприятно было начинать так свою первую игру в 2020. Эта игра показала нам, что есть где-то несыгранность, само собой очевидно, потому что мы еще не потренировались. Вот. И мы даже в прямом эфире, в лайве пытались менять позиции, пробовать разные комбинации и так далее. То есть мы больше сейчас ищем свою игру. Мы узнали, что они пикнули нюк, пошли сразу разбирать, объяснили Илье его роль, вспомнили смоки за атаку, объяснили ему его смоки. То есть, в принципе, там за 30 минут мы успели все обсудить и перешли и доработали за дефенс. Сильно не пытался критиковать там игроков за какие-то ошибки, потому что они играли эту карту первый раз, поэтому мы даже как бы ее сильно не рассматриваем в этом аспекте. То главное, не надо паниковать, если мы только проиграем. Поставить тайм-аут, аккуратно обсудить, что не получается, и действовать дальше. Все, с хладнокровной, холодной головой, это важно очень. Да, делайте все то, что у вас уже получается. Кто мы? Рожденные побеждать. Dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in a hearse. This is absurd, change to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. Really never waited here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on in? Should I get involved? God surround me, they love to talk. I take it all with a grain of salt. It's what that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it. And still they all say they don't know if to shoot it. I gotta see through it, man, won't be deluded with all these illusions. I know it's disputed, I gotta keep going. They see what my root is, I tell you I run this, I'm done with excuses. Give me for a minute, trying to get what I've been giving out. Do it for the tickets, I don't listen to the critics. I'ma push them to the limit. And these rappers getting timid, I've been balling like a pivot. I don't step into the scrimmage, I just... Если брать Dust 2, то мы больше играли Dust 2, и мы решили пикнуть эту карту, зная, что она у них все-таки третья или вторая даже по силе. Но мы были уверены в своем пике. Но мы допустили ошибки за дефенс. Это на Dust 2 очень опасно, потому что команда начинает чуть-чуть уходить вперед по экономике и чувствовать уверенность, пространство на карте. И мне кажется, в один прекрасный момент мы вот допустили ошибку в одном раунде, и они чуть-чуть ушли вперед по экономике, и у нас было эко и так далее. Отдача обидных раундов за дефенс, те, которые мы могли забирать. И из-за этого мы, проще говоря, мы не добрались за контров те раунды, которые должны были забирать. Просто хорошо сыграем трейн. Правильно? Да, на максимум. Все согласны? Да, на максимум выиграем. Кто мы? Рожденные побеждать! Get it 24 song in a bed, in a building, they already know my name. At the show, she gon' want a picture, she can hang. Just to tell a friend, oh be there. I shoot my shot with this gold on my wrist while we throwing the parties, they throwing the fit. Grew up finesse, can spot me a sucker, a lot of you really is holding the lick. All of my homies legit, really is sick. I probably throw in my clip. I sell a boat to a fish.
I sell a record, you know it's a hit. They see the effort I put in this music, and I ain't been giving no favors at all. All of this chef and I got in the shop, and I think that I probably could cater them all. I love the way that she answered the phone. I know that she ain't expect me to call. I got my eyes on you, my eyes on you, yeah. Take two for the drop, y'all plotting on the boy. See me putting in the work, whole milk, I don't do the soy. Always been about my king, never about the money. I'm a trapper before I stop the grind. I'm a trapper before I stop the Гостей привел парни. Который этот тип Вейди, мне кажется, на травм будет помнить вечно. Когда ты сам себя поджег, он тебя не убил 30. Я вот так вот. Следующий раунд, ну он 100% наш. Кирилл должен снизу закоординировать, но он как-то это не говорит, мы это сливаем. Если брать трейн, то, наверное, и на трейне, и на дасте за атаку было две ключевых ошибки. Когда мы отдали антиэко, или даже, наверное, антифорс, когда у соперника был один АВП и пистолеты. В обоих раундах, по сути, авик дал энтри, и это очень сильно повлияло на направление атаки. То есть появилась какая-то легкая суета и паника, что мы упускаем нить в раунде, в очень важном раунде, где деньги кончаются, а у соперника их тоже нет. И была легкая суета, которая привела в итоге к тому, что мы не очень четко провели атаку в этом раунде. И за атаку мы взяли, в конце добрали пару своих раундов. И за дефенс видно было, что можно посмотреть, что мы, в принципе, пробовали один вариант дефенса, потом попробовали другой, потом поставили тайм-аут, попробовали третий. И по ходу матча пытались подстроиться под соперника, как-то максимально эффективно использовать наших игроков на карте, чтобы они показали свой максимальный импакт. Вот. И в конце мы перестроились, и это сыграло, мне кажется, ключевую роль. У нас не будет времени подготовиться к сопернику абсолютно, потому что уже мы закончили сегодня очень поздно, и мы сделаем максимальный акцент на анализ наших ошибок, чтобы завтра их не допустить снова. Вот. И будем стараться просто играть в свою игру. И матч тоже будет довольно-таки ранний завтра, и какой-то супер глобальный план мы подготовить не успеем. Но я думаю, команда OG нам по силам, даже если брать просто на скилл игровой, если мы будем правильно двигаться по карте и проанализировать наши ошибки, у нас есть сейчас все шансы их обыграть и выйти в полуфинал. Первая победа, плюс мораль, мотивация и, конечно, с самого утра парни засели в практисе, чтобы не терять время и как следует подготовиться ко второму матчу. У него прицел сливается с буквой А. А вот. Подожди, где здесь Б написано? Задолжен. Красный прицел на мираже не ставит, да? Да вообще, красный прицел опасный на самом деле. Не, ну прикольно смотрится, вопросов нет. Но мне кажется, с Тикносом. Ну, лучше его. А как часто ты меняешь прицел вообще? Я? Да. Когда понимаю, что мне надоели. Когда мне надоели мои настройки, пора что-то менять. Когда нужны изменения в жизни. Ну, типа того, знаешь. Ставишь настройки, играешь хорошо, а потом резко перестаешь играть хорошо, меняешь настроечки. Но стараюсь сейчас меньше менять. Было время, когда бывает кризис наступает, так называемый. Я его так называю. Кризис настроек. Но бывает такого, что под карту нужен определенный прицел? Нет, такого нет. Но Я понял, я вообще играл 2024 под бар всегда. Не видно просто уже на дальних расстояниях, то ли я зрение посадил чуть-чуть, то ли не знаю, в чем еще проблема может быть, но видно плохо просто, поэтому стараюсь ставить более какие-то большие настройки. Просто думали, что они сыграют чуть лучше, больше в свою игру. У них как-то это не получилось. Как-то чувствовалось, что мы по тимплею закрываем все участки карты, и очень легко по коммуникации узнать, где соперник, как лучше сместиться, где лучше сделать стак. И игра получилась намного легче, чем с Godsend. OG, как мне кажется, команда, которая еще находится на стадии становления. Я не могу сказать, что они какая-то темная лошадка или сильная тир-2 команда, но у них есть очень сильные индивидуальные игроки, которые, в принципе,
Если сыграются, это станет сильный коллектив, то у них будут все возможности для того, чтобы войти в тир-1. Второй день турнира, первого в году. Так что давайте, щупаем игроков, проверяем себя на прочность. Готовы? Да. Все. Кто вы? Рожденные побеждать! That is truths in the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, got a bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Bet I do this, not a new kid, been a student. You're a doofus, on a real if you clueless. When I shoot shit, style too crisp, and I let it all hang out like a nudist. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man that you knew. Now you know what it do. I'm a 94 baby, swanking like a brand new Mercedes. And I'm dapping down on my feet and my ride too clean. Wake up every morning, hand a lemon to my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. I'm a gentleman, now I'm settled in. Even when they said don't let him in, I said guess again. What's the way? Он говорит, тот, что ушел. Ну, я так понял, что ушел. Ну, мог быть еще четвертый мидл, понял? Откуда этот мяч убил? Который дал Молик, а второй он что, под дверью стоял, мне показалось? Право, да, под дверью. Олег Сибирь. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. I can't lie, I'm doing well for my dogs at the praying on my downfall. Well, that is truths in the casket, now they souls in the souls. I'm the man that you knew, now you know. Он хорошо играет, он старается, он не сильно нервничает, слушает все советы, тренируется. Ну, так как и делают все хорошие молодые игроки. Обратите внимание на электроника, он молодец, он очень хорошо играет. Ну, просто надо обращать внимание, наверное, на нашу команду, как замечать этот тимплей. Это, наверное, приятно, когда смотришь красивый Counter-Strike и видишь, как игроки коммуницируют между собой, как они действуют, как они перекрывают друг друга. Ну, вот это можно увидеть в нашей игре, так как это уже чувствуется. Прогресс 100% есть, даже с момента, когда мы взяли Владислава. То есть прогресс индивидуально у каждого игрока, там, по построению целей, по пониманию, насколько это все профессионально и что надо посвятить свою жизнь Counter-Strike, чтобы добиться результата, оно очень хорошее. Оно выработалось, когда Андрей пришел на руководство тренера, когда они вместе с Глебом, вместе с Кириллом создали эту систему, в которую каждый верит, по которой каждый следует. Не знаю, как вы, но лично я очень воодушевлен словами и играми ребят. Что скажете? В NAVI CS начнется новая эра? А как ты нашел пацанов? Просто я по историям искал, я бегал везде, я бежал туда, я знал, что вы здесь где-то, думал, ужинали. Я не мог просто найти вас, это непередаваемые эмоции. Я просто рад. Это же команда мечты. Поздравляю, что ты же новый в команде. Вот, поздравляю. s1mple. Какой смех. Да не. Все, еще раз спасибо большое, что были. Еще нас еще мы еще будем гулять. Спасибо. Удачи вам.